Знаю, вы ждете обзор Тигра 1200, Вистром 800 и прочего, а я вылезаю с обзором мало кому нужного тигренка. Сегодня будет не столько обзор Tiger 660 Sport, сколько технический ликбез для новичков. Я много путешествую на разных тур-эндуро, и давайте препарируем этого кота. Можно заметить, что разбег в 650 классе небольшой. И еще можно заметить, что Вистром 800 всего на 16% дороже 650, хотя это более высокий класс. Чуть переборщишь с ценой, конкурируешь с более кубатурными мотоциклами, поэтому любая 650 это набор компромиссов, абсолютно во всех моделях пытаются удешевить производство, но в разных местах. Недавно вышел Tiger 800 Sport, который многие восприняли как абсолютно новый мотоцикл, но по факту это тот же самый 660, в который вставили более кубатурный мотор, более продвинутую подвеску, тормоза и электронику. И вуаля! Он не просто на треть дороже, но даже дороже, чем Tiger 850 Sport. Tiger 660 интересен тем, что это единственный трехцилиндровый мотоцикл в классе. Это не значит, что он лучше остальных, но у него появляется другой характер. Собственно, почему я давно хотел взять в путешествие эту модель, потому что никогда не ездил на трешках такого объема и всегда считал, что оптимальный мотор под 3 цилиндра начинается где-то от 900 кубов, когда объем цилиндра по геометрии совпадает с понятной двухцилиндровой 600-кой, только мощнее. Объем двигателя проще всего представить в виде 660 миллиметровой бутылки воды, которую можно разлить на 2 больших стакана по 330 мл, либо на 3 маленьких по 220. Если выбираем вариант с большими стаканами, то есть 2 цилиндра, получим увеличенную высоту стакана и чаще всего тяжелые шатуны и тяжелые поршни из-за большего диаметра стакана. В варианте с маленькими стаканами мы в любом случае получаем и небольшую высоту стакана, и легкий узкий поршень, который ходит в этом стакане, и легкий шатун. Один из важнейших параметров мотора, которому уделяется мало внимания – ход поршня. Все смотрят на обороты, но забывают, что считаются эти обороты в минуту с привязкой ко времени. Ход поршня – это расстояние, которое должен пройти поршень вдоль стенки цилиндра от верхней мертвой точки до нижней. Мотор с коротким ходом поршня быстрее проходит это расстояние и быстрее может раскрутиться до высоких оборотов. Это очень важно, потому что при сравнении графиков мощности, либо оперируя пиковыми значениями, нужно понимать, что моторы выходят на одни и те же обороты за разное время. Сюда же стоит добавить вес поршня, это мы можем прикинуть по диаметру цилиндра при прочих равных. От веса поршня сразу зависит и вес шатуна. Помним, что при увеличении диаметра площадь и соответственно вес растут нелинейно. При увеличении диаметра поршня в 2 раза его теоретический вес изменится в 4 раза. Чем легче поршень и шатун, тем меньше инерционных сил. Поршень движется возвратом поступательными движениями, ускоряясь и замедляясь с перегрузками. Во-первых, это создает избыточные вибрации на высоких оборотах. Так как я веду базу данных по тур-эндуро motos.ru и на большинстве из этих мотоциклов ездил, для интереса отсортировал данные по диаметру цилиндра. Среди мотоциклов с диаметром до 85 мм большинство моделей без чрезмерных вибраций на средних оборотах. От 85 до 100 мм большинство мотоциклов с некомфортными вибрациями, а модели с диаметром от 100 мм все вибрируют больше нормы на средних оборотах, сколько балансирных валов туда не пихай, какие гоночные поршни не делай. Я видел только одно удачное решение проблемы – установку руля через демпфер. Собственно, единственный мотоцикл в нашем условном сравнении с диаметром свыше 85 мм – это BMW 800 GS. И да, он единственный в этой выборке, который я могу критиковать с точки зрения вибраций. Тяжелые поршни имеют меньший теоретический предел оборотов при том же ходе, дальше которых от перегрузок буквально разрушается шатунно-поршневая группа. В спортивных короткоходных двигателях, заточенных на очень высокие обороты, не увеличивают диаметр поршня до бесконечности, а после некоторого предела увеличивают количество цилиндров, чтобы держать поршень в оптимальном диаметре. В подавляющем большинстве гоночных аппаратов, хоть автомобильных, хоть мотоциклетных, диаметр поршня около 80 мм. Даже когда регламент жестко ограничивает количество цилиндров, производители стараются не превышать 100 в диаметре. Максимальная скорость поршня на разных двигателях не слишком отличается. В рамках одного класса погрешность пара процентов.
Короткоходный мотор крутится на высоких оборотах, потому что ему нужно пройти меньшее расстояние с той же скоростью, а не потому что поршень разгоняется до принципиально других скоростей. Но из-за увеличения веса поршней и шатунов больше механические потери и выше инерция, страдает динамика изменения оборотов. При прочих равных тяжелые поршни более инертные. Короче, вес и ход поршня определяют потенциальный диапазон оборотов, скорость раскручивания мотора и отклик на ручку. Фишка Тигра как раз в том, что у него и легкие поршни, и достаточно короткий ход, но не настолько короткий, чтобы совсем в спорт без низов уйти. На трешках, с одной стороны, эффективный диапазон мотора пошире 1000 до 11 оборотов, а с другой все еще можно добиться ровной полки момента, в отличие от среднекубатурных четверок. Есть нюанс с фазами газораспределения, которыми можно корректировать характер двигателя. Об этом расскажу в другой раз, потому что все 650-е кроссоверы, во-первых, динамических фаз не имеют, а во-вторых, по фазам все настроены близко. Ни одной модели с выраженным высокооборотистым уклоном в этом классе нет. Даже Tiger 660 все равно настроен на ровную полку момента. Фишка многоцилиндровых моторов: они в рабочем диапазоне очень плавно и линейно набирают мощность, при этом быстро. При изменении положения ручки газа на двушке есть ощущение дискретности, что воспринимается как подрыв. На трешке и особенно на четверке будет мгновенная, но гладкая реакция, как разница в анимации с разным количеством кадров в секунду. На это ощущение отчасти можно влиять, меняя интервалы вспышек зажигания, то есть с каким промежутком относительно друг друга ходят поршни и воспламеняется смесь. Например, на 900-м Тигре и новом 1200-м используются неравномерные интервалы, два поршня толкают сразу друг за другом, что создает эффект одного сильного толчка, а на 660-м равномерные вспышки, что дает максимально гладкий эффект. Вот этот гладкий эффект отлично сочетается с ездой в сильном наклоне, когда при агрессивной работе с газом ниже риск срыва колеса. У всех четырехцилиндровых 600-ок низы жиденькие, а длинноходный NC самый жирный внизу среди конкурентов. Зато длинноходный NC еле-еле набирает обороты, пока многоцилиндровые байки в звон уходят, выдавая максимум мощности. Соответственно, NC лучше в условиях, где не надо крутить мотор, например, в пробках, а четверки лучше в условиях, где не нужно часто останавливаться, на треке или серпантине. И это всегда балансирование между крайностями, не бывает байка, который везде идеален. Не стоит забывать, что геометрия зависит не просто от количества цилиндров в вакууме, а от объема каждого цилиндра. У 1200-х четверок объем каждого цилиндра, как у двухцилиндровых 600-ок. Если инженер захочет, низы будут. Или достаточно вспомнить, что большинство среднебюджетных автомобилей четырехцилиндровые. Я всегда считал, что для трех цилиндров оптимальный объем ближе к литру, и был скепсис насчет 660-го Тигра. Но в реальности все оказалось более чем хорошо, это не четверка. Да, в самом низу меньше момента, но мотор стабильный. Чем мне нравится Триумф, они собаку съели на настройке трехцилиндровых моторов. Знаете, что существует чемпионат Moto2, в котором эксклюзивно используется трехцилиндровый среднекубатурный мотор Триумф? Если хотите посмотреть, как гоняются мотоциклы с логотипами Honda, Yamaha и KTM с мотором от Триумфа, не пропустите. Что я хотел сказать? У Тигра с одной стороны геометрия более спортивная, а с другой стороны фазы настроены не как у спортбайков. Тигра не нужно подкручивать, чтобы он вышел на плавную работу, он не трясется на около холостых, как спортивные моторы, и в то же время у него нет задумчивости двушек. Тигр настроен достаточно линейно, и я бы не сказал, что есть прям уж существенная разница по моменту с остальными, кроме совсем низовой NC. Это комфортный мотор, в том числе в пробках. Больше разница в характере выдачи момента. Многим трешки и четверки кажутся слишком синтетическими. Часто новички на двушке привыкают меньше крутить ручку и переключаться на 5000 по звуку, и на трешке четверки делают так же. В итоге постоянные щелканье и разговоры о коротких передачах. Можно обратить внимание, что все двушки после 7 просаживаются по моменту, а Тигр начинает падать только после 9, хотя это ни разу не высокооборотистый мотор. Крутите его до десятки, только спасибо скажет. Я к чему вообще все это рассказывал? Несколько раз встречал людей, кому мотор Трейсера 7 нравится больше Тигра не то что в городе, а даже на серпантинах, что я слабо понимаю, ведь это единственный байк в классе с динамикой спорттуриста плюс самый мощный. Есть не меньше тех, кто однозначно считает мотор Тигра лучшим в классе, и, конечно, есть люди, которые обожают низовой двигатель NC.
Трешки дороже в производстве из-за большего количества деталей, а так как все мотоциклы в классе стоят примерно одинаково, это значит не то, что Триумф такие щедрые, им просто пришлось экономить на других компонентах. Просто задумайтесь, почему некоторые фабрики сознательно идут на удорожание производства мотора. Это же делается ради уникальных преимуществ, и, возможно, эти преимущества именно для вас будут лучше. Одного правильного выбора нет, и задачи разные. Как мотор для турэндуро, трехцилиндровая 600-ка плохое решение, а для спорттуриста оптимальное, на мой взгляд. Самое время готовиться к Черной пятнице. С 29 ноября по 1 декабря всего 3 дня в торговом центре Формула X скидки до 70%. Специальные цены на мотоциклы, экипировку и аксессуары. Следить за выгодными предложениями удобно в телеграм-канале Формулы X. Также напомню, что у Формулы есть канал с обзорами мотоциклов, мотопутешествиями и советами. Сейчас ролики выходят не только на YouTube, но и в ВК и Рутюб. Ссылки оставлю в описании. Из предыдущей главы вы должны были запомнить, что мотор Тигра лучше подходит для езды в наклоне и на скоростях, характерных для серпантинов, чем для города или бездорожья. Еще в наклоне важнейшее значение имеет резина. Можно заметить, что у 600-х спортбайков есть определенный дресс-код по ширине резины, и из класса кроссоверов только Тигр с трейсером могут зайти в клуб. Кстати, у Тигра в опции еще есть контроль давления в шинах с интеграцией на внутреннем экране для 650-ки, неплохо. Почему большинство предпочитают узкие шины? Узкие шины и диски дешевле, узкие шины и диски легче, что снижает неподрессоренную массу, улучшая динамику и работу подвески. С узкой резиной мотоцикл наклоняется с меньшим усилием. С узкой резиной для одного и того же поворота на той же скорости требуется меньше наклонить мотоцикл. Из-под узкой резины легче выталкивать воду, поэтому при прочих равных узкие шины меньше подвержены аквапланированию и лучше подходят для бездорожья. Что никем не оспаривается, широкие шины обладают большей термостабильностью, что аргумент в мотоспорте, но довольно слабо звучит с точки зрения 80-сильного туриста. Если в каком-нибудь паблике заикнуться, что у широкой шины лучше зацеп, вас живьем съедят. Хуже только если вы прилюдно скажете, что Африка плохой мотоцикл. Вас обязательно тыкнут в учебник по физике, где черным по белому написано, что Африка хорошая. В смысле, сила трения не зависит от площади соприкосновения. Но вы же понимаете, что есть подвох, иначе зачем на спортбайках ставят широкие шины? Условимся, что при одних и тех же давлении и вертикальной нагрузке сила трения на узкой и широкой шинах будет одинакова. Нормальные давление и загрузка. Есть нюансы, но сегодня поговорим о разнице в форме пятна контакта. При наклоне на скорости колесо можно представить как лежащий конус, который пытается вращаться вокруг предполагаемой вершины конуса. При наклоне колеса на 45 градусов радиус конуса около 45 сантиметров повернуть по такой дуге на скорости невозможно. В то же время у мотоцикла на скорости есть импульс, который толкает весь байк вперед. Чем больше скорость, тем выше этот импульс. Обе силы действуют одновременно, и мотоцикл поворачивает по траектории, которая находится между этими экстремальными векторами. Также есть процесс, который происходит при повороте шины, проще его представить на плоских шинах автомобиля, которые не наклоняются, а меняют свое направление в зависимости от поворота руля, а импульс автомобиля толкает его прямо. Из-за этих двух процессов при повороте на скорости часть шины всегда проскальзывает. В неподвижном состоянии все пятно контакта шины – это область сцепления. При динамических нагрузках само пятно контакта деформируется и делится на две части – область сцепления и область скольжения. Как при движении, так и при торможении, так и при повороте область сцепления находится только в передней части пятна контакта шины. Если упрощенно, при движении создаются напряжение сдвига, плюс в повороте дополнительная сила кручения, и в задней части пятна контакта деформированный каркас и протектор пытаются восстановить направление и форму, создавая обратную силу сдвига. В этой части не хватает сцепления и возникает скольжение, поэтому часть называют областью скольжения. Более того, чем больше угол наклона мотоцикла или отклонение направления шины при одинаковой скорости, тем большую область пятна контакта занимает область скольжения. При достижении предельного значения боковой силы все пятно контакта становится областью скольжения. У широких шин пятно контакта вытянуто в ширину, у узких в длину, поэтому на скорости у широкой шины больше площадь области сцепления.
Простым языком, у широкой шины в наклоне бешеный держак вплоть до экстремальных скоростей и углов наклона, поэтому все современные спортбайки и спорттуристы с широкими катками. К этому еще можно добавить, что большинство широких моделей шин сразу правильные. Этой ширины на совсем дешевых байках нет, и большинство мотоциклов мощные со спортивным уклоном. У большинства кроссоверов в 650 классе совершенно убогие, как бы универсальные адвенчерные стоковые шины. Они и на бездорожье бесполезны, и на асфальте никакие. У Тигра и Трейсера в стоке отличные спорттуристические Michelin Road, которые не стыдно поставить и на гораздо более мощный мотоцикл, и на спортах на них всю жизнь гоняли. Сами шины в реальной жизни гораздо важнее, чем ширина. Купил байк и сразу начинаешь кайфовать, а не ждать пару лет, чтобы выкинуть сток и поставить что-то хорошее. В комплексе факторов Тигр и Трейсер при езде в наклоне дают повышенную уверенность. Кстати, у Тигра еще отлично настроен трекшн-контроль, который позволяет хулиганить и плавно вмешивается только в критической ситуации. При прочих равных трекшн-контроль на трешке быстрее справляется с пробуксовкой и по ощущениям более деликатно. И схожая закономерность при работе квикшифтера. На трешках и четверках, как правило, щелкает лучше. Квикшифтер, кстати, и у Тигра есть в опции, хотя слышал, что его ругают за грубость. С 2025 года квикшифтер идет в базе, и круиз-контроль завезут, как у Трайдента. Чтобы понять информацию про шины, формат короткого объяснения не подходит. Нужно спокойно формулки проанализировать, попереваривать. Если вам правда интересно разобраться, советую сначала почитать эту книгу. Там есть глава про шины, написанная очень простым языком, без перегруза. Лучше было бы начать с этой, где есть глава, так и называющаяся «Почему широкие шины лучше?». Там еще более живое повествование в виде диалогов и воспоминаний, как строились гоночные аппараты, но этой книги онлайн нет, а стоит она дорого. Потом можно отполировать Motorcycle Dynamics, которую тоже можно скачать. Книга тяжеловато идет, но там максимально дотошные графики со всеми формулами. Если после предыдущих книг остается недопонимание, в этой можно глубже что-то выяснить. Ссылки на эти книги положу в телеграм-канале. Заходите. Что еще мотоцикл делает спортивным? Красный цвет и геометрия, а именно комбинация трейла и колесной базы. Чем длиннее колесная база и трейл, тем мотоцикл лучше сохраняет курсовую устойчивость и слабее болтает колесом на неровности. Чем меньше параметры, тем резче мотоцикл откликается на управление, тем по меньшему радиусу проходят повороты, развороты. На Тигре и Трейсере стоят широкие катки. Помните, я говорил, что с широкими колесами больше усилий нужно предпринять для наклона. В данном контексте из-за широких шин Тигр по ощущениям заваливается в наклон примерно так же, как версия 650 со средним трейлом, но более узкой резиной. А Трейсер, несмотря на короткий трейл, примерно так же рулится, потому что у него длиннее база, чем у остальных. Короче, вот эта троица Тигр, Трейсер и Versys самые дерзкие и маневренные в классе, остальные спокойнее. Обычно, чтобы представить уровень тормозов мотоцикла, достаточно посмотреть на диаметр тормозных дисков. Смысл в том, что большие тормозные диски дороже и тяжелее, и, как правило, производитель подтаскивает все остальные компоненты под такой же уровень. Это неплохо работает для мотоциклов от литра, но никак не подходит для 600-ок. У Тигра и Вистром самые большие тормозные диски в классе прямо на уровне с настоящим спортбайком. Но кроме диаметра там ничего похожего нет. Во-первых, суппорты двухпоршневые. Это нормально для класса, но на Трейсере, если не считать китайцев, у единственного в классе четырехпоршневые суппорты, что круто. При нормальных колодках это, скажем так, гарантирует более точную реакцию при торможении, особенно первый укус. У плавающих суппортов, если некоторое время не тормозишь, колодка на скобе маленько уплывает и первый укус вялый. У четырехпоршневых суппортов поршни находятся с обеих сторон и колодки стоят на одном и том же расстоянии от диска. Что первое, что второе нажатие на рычаг одинаково предсказуемые. Более того, тормозные диски на серьезных мотоциклах плавающие. Рабочая часть тормозного диска крепится с зазором через втулки. Обычно рассказывают про разницу в рассеивании тепла, однако современные фиксированные диски имеют практически ту же форму, что и плавающие. Этот нюанс я бы в 2024 году отпустил. Сейчас важно, что втулки позволяют диску немного гулять влево-вправо. Когда колодки сжимают тормозной диск, он за счет хода втулок идеально выравнивается и прилегает ко всей рабочей площади колодок. Энергия от рычага идет именно на торможение, а не теряется на попытку выгнуть диск. С плавающими дисками чувство торможения более контролируемое.
Почти все мотоциклы в нашем классе с плавающими дисками спереди, кроме барабанная дробь, фиксированные диски на Тигре. Так понятнее, за что платить в Tiger 800 Sport. Там четырехпоршневые суппорты и плавающие тормозные диски. Еще на NC раньше был фиксированный диск, с 25 года ставятся два плавающих диска. NC, кстати, спас трейсера от звания обладателя самых мелких тормозных дисков в классе, что передних, что заднего. Но NC самый дешевый байк в классе, ему простительно, а Tracer 7 с претензией на пилотажность. Можно было бы сослаться на концептуальное снижение неподрессоренной массы, однако вилка на трейсере пока не перевернутая, что как-то совсем за гранью, если они позиционируют байк как спорттуриста. На MT-07 вилку уже перевернули, так что это вопрос времени. Большие тяжелые диски лучше рассеивают тепло и снижают риск перегрева тормозов. Чем толще тормозные диски, тем больше диск может поглотить тепла и тем менее вероятна его деформация при прочих равных. Кстати, задний тормозной диск почти всегда толще переднего. У среднекубатурных байков стандартная толщина передних тормозных дисков от 4,5 до 5 мм. У большинства все же 5 мм, у трейсера по нижней границе 4,5 мм. Подытоживая, у трейсера не просто маленькие диски, они еще и тонкие. Перегрев по логике должен наступить раньше. Что выбрать? Более прозрачное ощущение от тормозов или большую надежность от перегрева у Тигра? Вопрос философский. В целом, зная начинку тормозов, у меня к Тигру никаких вопросов к тормозам нет. Мощные со своей задачей справляются, но это не спортивные тормоза ни разу. Еще все краят в этом классе на подвеске. Нет ни одного 650-кубового кроссовера с хорошей подвеской, они все довольно ущербные, но по-разному. Здесь нужно выбирать, что хотите от подвески. Есть Vistrom 650 и GS, которые немного более мягкие, но валкие. Если брать серединку, мне больше всех нравится подвеска у свежего Versys. Подвеска не делает вид, что это эндуро, хороша на асфальте, но более-менее глотает небольшие неровности. Тут, конечно, больше заслуга картриджной вилки, амортизатор на Versys все-таки без прогрессии. У Тигра, кстати, есть рычажная прогрессия, хотя при первом взгляде этого не видно. Смысл рычажной прогрессии амортизатора в том, что при одном и том же импульсе в начале хода подвеска сжимается на большое расстояние, при приближении к концу хода подвеска сжимается все меньше и меньше. Таким образом, мотоцикл сначала мягкий и поглощает мелкие неровности, а дальше становится жестким, не превращаясь в желе и не пробивая подвеску. Ту же функцию выполняет прогрессивная навивка пружины на амортизаторе, но по факту это менее эффективно, что можно даже без апелляции к ощущениям доказать. Рычажная прогрессия удорожает мотоцикл. Лишний металл, пачка крепких болтов, подшипников, лишнее время при сборке. Рычажная прогрессия утяжеляет мотоцикл, требует дополнительного места в мотоцикле, при более вертикальном амортизаторе отнимает дорожный просвет и точно не делает байк красивее. Если бы навивка пружины справлялась с той же эффективностью, ни один производитель не стал бы добавлять рычаги. Плюс есть пример КТМ, у которого на большинстве моделей нет рычажной прогрессии. Однако зачем тогда на 690 она есть? Или зачем на Husqvarna делать рычажную подвеску даже на хард-эндуро мотоциклах и писать, что это обеспечивает комфорт? У Тигра настройка примерно в таком же стиле, как у Versys, но вилка попроще. А из регулировок есть только преднатяг амортизатора, но он у всех есть. По умолчанию настройка отличная, но в режиме путешествия с грузом получается, что амортизатор упругий как положено, а вилка чуть-чуть мягковата, прям вот на грани. У вилки Тигра ни в коем случае нет валкости, у меня в обычном режиме поездок по серпантинам не было такого, чтобы я чувствовал избыточные клевки, но если ездить совсем-совсем агрессивно, каждый раз тормозя в пол, легкие клевки все же будут. У трейсера всегда жесткая подвеска без клевков, ее смело можно назвать спорттуристической, однако мотоцикл слишком требователен к качеству и геометрии покрытия, учитывая крохотный клиренс. Это проблема в путешествиях. Следите за руками. Клиренс трейсера без нагрузки 140 мм самый мелкий из вообще всех кроссоверов после 9-го трейсера, при этом ход амортизатора чуть больше клиренса. Это всегда тревожный звоночек. При правильной настройке подвески трейсера клиренс под райдером должен просесть примерно до 93 мм.
Однако из-за того, что вилка изначально более короткая и жесткая, при загрузке кофров даже при заводской настройке амортизаторов все равно нет ощущений желе. Более того, подвеска кажется чуть более комфортной, поэтому уверен, что 9 из 10 покупателей трейсера не трогают преднатяг амортизатора. Тем более преднатяг амортизатора на Yamaha регулируется только спецключом, а это приговор. У большинства одноклассников, включая Тигра, ручная крутилка. Дорожный просвет при такой загрузке просядет где-то до 70 мм. Когда мотоцикл попадает в ямку, подвеска еще немного поджимается, и на выезде из ямки есть неиллюзорный шанс пробить мотор. Там буквально может хватить 6-сантиметрового камушка. Да и просто с зубодробительной вилкой долго ехать по грейдеру не хочется. Это нормально для спорттуриста, если бы там не стоял неподходящий мотор от Tenere. Вот у Тигры такого нет. Ощущение от внешности и мотора, что это пузатерка, но при этом и клиренс вменяемый, и довольно неплохо едет по убитым дорогам. Даже в Европе где-то в горах можно наткнуться на старую дорогу с дырами. И в принципе в путешествиях есть потребность проехать от трассы пару километров по грунтовке до крепости, озера и так далее. На Тигре путешествовал, и планов с асфальта съезжать не было. Я 1,5 года назад уже по полигончику с неровностями его прогонял. Тем не менее, до достопримечательностей ездил по грунтовкам и гравийкам, где-то и километров 5-10, возможностей достаточно. На трейсере на подобных же съездах я в итоге пробил мотор. Какие еще минусы у Тигра? Во-первых, на всех 650-ках высоким людям слегка неудобно. У всех слегка напрягает угол в коленях и низкий руль. У Тигра точно не худшая посадка для класса, примерно на уровне с Tracer 9. Я бы мог без проблем на Тигре в недельную поездку поехать и даже удовольствие получить, но высоким советую еще подкопить до Трансальпа, Вистром 800 и так далее. Трансальп — это как купить кресло у запасного выхода, вроде в экономе сидишь, а вроде уже и неплохо. Кстати, седло на Тигре не божественное, но божеское. Последний день мне нужно было просто весь день ехать назад из Португалии по магистралям без остановок, и я предвкушал страдания, но оказалось терпимо для своего класса. Стекло хорошее, но только для людей с низким ростом. Шлем не дергает, правильно настроено, но нам, эльфам, по высоте совсем не хватает. Так и так у всех 650-ок Aftermarket покупать, благо у Тигра для этого класса редкость. Удобная регулировка по высоте. Выше шанс купленное вслепую стекло под себя настроить. Еще я неоднократно слышал от разных людей, что напрягают вибрации. По-моему, средний по классу вообще бы не обратил внимания, руки к вечеру не гудели. Более того, здесь спортивные металлические подножки без резиновых накладок, и обычно на избыточно вибрирующих мотоциклах ноги чесаться начинают. Тут ничего не заметил, хотя ездил в летних тапках с тонкой подошвой. Думаю, опять же из-за того, что многие привыкают к вибрациям двухцилиндровых моторов, трешки вибрируют с меньшей силой, но с большей частотой. Повторюсь, для меня нормально, но если у вас нетерпимость к вибрациям трешек-четверок, смотрите на трейсеры или свежие Versys, там мягче мотора. На Тигре меня больше напрягает, что дешевый пластик от вибрации двигателя потрескивает просто на холостых. На новом такого не было, второй я брал с пробегом 17 тысяч, пластик гремит. Наверное, можно через уплотнители посадить или типа того, но надо заморочиться, и не факт, что получится, а у японцев такой проблемы нет. В общем, как и все в этом классе, Тигр не идеальный, придется чем-то жертвовать. В России я в нем вообще большого смысла не вижу, только в Европе. Плюс даже в Европе можно или чуть-чуть доплатить за Вистром 800 классом выше, либо купить даже дешевле какой-нибудь Voyager 900 с пачкой электроники или много чего еще поменьше. Да, надежность то сё, но в Европе китайцы часто дают гарантию 5-6 лет, и существует культура обслуживания у дилеров. С другой стороны, у Тигра как раз есть то, чего нет у китайцев. Это маленький, юркий, отлаженный спортивный мотоцикл, а не дергающийся тяжелый бегемот. Если ролик вам показался полезным, я не буду огорчен поддержки на Бусти и Патреоне. Это очень-очень поможет выпускать обзоры чаще. И спасибо всем, кто уже.